Привет! Большинство трендов, о которых нам с вами рассказывают, это не тренды в прямом смысле этого слова, а скорее просто какие-то красивые интересные ходы, и большинство из них неприменимы в реальной жизни. Вот, например, неоморфизм. Выглядит очень красиво и совершенно бессмысленно. Он нарушает основные законы дизайна, как сказал один клиент. Основа дизайна – это выделить главное и сделать сайт или приложение более удобным для пользователя. Все эти серые объемы и теснения только отвлекают от важного. Вот представьте, что пользуетесь этим приложением каждый день, и сразу становится понятно, что неоморфизм – это абсолютная лажа, придуманная для украшения Behance. Или, например, глассморфизм. Это тоже не тренд практического дизайна, это просто эффект размытия нижнего слоя, который, видимо, недавно добавили в Figma. Точно такой же есть и в скетче, а в фотошопе это можно было сделать давным-давно, но не в 2 клика, а в 6. Помимо глассморфизма, во всех списках трендов обязательно есть VR. Это дополнительная реальность. Дополнительная реальность – это технология. Прикольная технология, которую последние лет 10 рекламное агентство предлагает своим клиентам. Отрисовка презентации с VR – это была одна из моих первых задач, когда я пришел на работу. И каждый раз эта идея производит впечатление и очень нравится клиентам, но и каждый раз от нее отказываются. То бюджета не хватает, то это слишком сложно сделать технически. VR хорош, когда с помощью него дают возможность рассмотреть объект с разных сторон. А всякие игры вроде «А давайте пользователь будет управлять танком и ездить по магазину» обречены на провал. В этом видео я расскажу о полезных трендах и о том, как правильно их применять. Но перед этим я хочу вам напомнить о сайте-агрегаторе, где вы можете подобрать курсы по дизайну. Все сайты школ устроены таким образом, что первым делом вам выскакивают самые дорогие курсы, а точнее наборы из нескольких курсов. Допустим, вы хотите изучать UX в Skillbox, этот курс на данный момент стоит 42 тысячи рублей. Но для начала вам предложат профессию UX UI дизайнер, где помимо UX добавили Photoshop, анимацию, курс по фигме и еще какой-то странный курс от зарубежного дизайнера, видимо для вдохновения. В курсах по Photoshop и фигме нет ничего плохого. Но я уверен, что вы сами должны выбрать, что хотите изучать, а не брать все подряд большим пакетом. Поэтому выбирайте курсы через агрегатор, где указаны все конечные цены. Ссылка будет в описании. Во-первых, что такое тренды? Давайте будем честны. Тренды – это макеты, которые рисует Apple и отчасти Google для своих онлайн-приложений. Мы постоянно говорим про UX, про метрики, но клиенты, особенно начинающие, любят глазами. А что они постоянно видят перед собой? Конечно, это iPhone и приложения для бизнеса от Google. Например, Google Таблицы, Google Документы, Google Аналитика и так далее. Я прекрасно помню тот день, когда 7 лет назад Apple отказалась от скеоморфизма и сделала полностью плоский интерфейс iOS. Утром я пришел на работу и застал арт-директора в ужасе. Он практически рвал на себе волосы и повторял: «Верните все обратно». Это была трагедия. Но меня она обошла стороной, ведь у меня тогда был Android, и я вообще не понимал, что происходит. Со временем все привыкли к этому плоскому дизайну, он стал стандартом. Но такой дизайн не кажется оригинальным или выдающимся. Давайте посмотрим на реальную работу. Это идеальная форма заказа, которую студия Charmer разрабатывала пару месяцев. Заказчики потратили на нее несколько сотен тысяч рублей, если не миллионов, и очень ей гордятся. Но такая работа не тянет на красивый кейс. Если бы я не рассказал вам о ценности этой формы, вы бы даже не обратили на нее внимания. Дизайн, за который хорошо платят, приносит клиенту пользу и делается на основе данных. Дизайнеры выдвигают гипотезы и измеряют результаты. Большая часть пользователей Behance не имеет доступа к реальным проектам и измерять им нечего. Приходится выкручиваться и высасывать красоту из пальца. Так и появился неоморфизм. Итак, друзья, полезные тренды. Самый главный тренд сейчас — это даже не минимализм, а акцент на пользу, то есть проработка пользовательского опыта. Вот, например, был очень красивый и минималистичный сайт Альфа-банк от студии Лебедева. Сейчас эта работа доступна только в музее, а новую версию сайта еще больше упростили и привели к стандарту. На главной странице карусель из 4 основных предложений, которые сформулированы кратко и емко. Почему-то в некоторых обзорах крупный текст на главный выделяют в отдельный тренд. На самом деле это следствие подхода Mobile First. Так как большинство трафика приходится на мобильные устройства, сайты начинают разрабатывать с мобильной версии, а для десктопа просто делают крупнее. Дальше. Текст.
Казалось бы, это очевидно, что текст должен быть краткий, четко структурированный и написанный с пользой и заботой о пользователе. Но до сих пор на большинстве сайтов он делается по остаточному принципу, мол, главное это картинка. Дизайнеры, конечно, просят все материалы перед началом работы, это правильно, но в большинстве случаев у клиента текстов нет. Написание текста — это работа копирайтера, но на них почему-то экономят. И текст пишут и правят менеджеры, то есть люди, которые лучше всего разбираются в счетах, договорах и актах, но не в текстах. Плохой текст непосредственно влияет на дизайн, и если вы его примете в работу, может получиться некрасиво. Клиент так и скажет: некрасиво. А в чем дело, непонятно, а проблема на самом деле в тексте. Хорошие дизайнеры это учитывают, и если видят, что текст плохой, переписывают его. Тут я не буду оригинален и посоветую обязательно прочесть книгу Максима Ильяхова «Пиши, сокращай». Понимание, как улучшить текст, будет вашим конкурентным преимуществом на рынке. Следующий тренд – иллюстрации. Без них ваш текст на главной будет выглядеть слишком сухо. И сейчас я расскажу, как правильно использовать 3D. Ведь большинство из вас, видя крутые иллюстрации, пробуют их перерисовать, а это неправильно. Давайте посмотрим на сайт Алексея Бычкова. Это автор курса по веб-дизайну. Он много лет работает на бирже и ведет нещадную борьбу против плагиата за оригинальность. Правда красиво? В основе сайта лежит текст, который плавно ведет нас к покупке, но без иллюстраций было бы слишком скучно. Иллюстрации с руками – основа его дизайна. Как же он их нарисовал? Все очень просто. Эти руки продаются на Icons 8 всего за $50. Хороший дизайнер умеет пользоваться библиотеками, и в том числе и платными. И я рекомендую начинающим дизайнерам сфокусироваться на работе с сетками, со стилями, с цветом, а иллюстрации искать уже готовые. Вот когда вы будете зарабатывать на дизайне хотя бы $1000 в месяц, тогда уже можно параллельно с работой учиться рисовать что-то оригинальное. На начальных этапах это не нужно. Это же касается иконок. Берите уже готовые. На несколько хороших иконок может уйти неделя работы. И даже в дорогих проектах обычно берут пак готовых иконок и немного их меняют, например, добавляя второй цвет. Следующий тренд – это сложные градиенты, или более правильно их называть меш-градиенты. По сути, это простой способ сделать фон сайта более интересным. Вот бывает такое, что вы сделали отличный цепляющий текст на главный, а клиент говорит: пустовато. Такой градиент можно сделать самому, просто размывая цветные пятна или даже фотографию. Но действительно сложный градиент получается с помощью специального инструмента, который есть только в иллюстраторе. С помощью этого инструмента можно рисовать все, вплоть до фотореалистичных изображений. Если у вас нет иллюстратора или времени на это, можно взять уже готовые. Ссылочки на все полезные материалы я оставлю внизу в описании. Следующий тренд – анимация. В минималистичных макетах именно анимация делает дизайн более интересным, да и в презентации работы клиенту она всегда выручает. Крупные студии стараются заанимировать свои макеты, даже если в итоговом сайте на анимацию не хватит бюджета. Анимация на сайтах бывает двух видов. Это либо заранее записанное видео, либо программная анимация. С видео все понятно. Самый простой вариант – это видеофон на главной странице, который обычно немного затемняют, чтобы текст на нем читался лучше. Это могут быть какие-то детали, снятые крупным планом, таймлапс или съемка с квадрокоптера. Такие видео легко найти на стоках. Либо можно анимировать иллюстрации и иконки, но это уже ручная работа, эксклюзив и стоит дорого, а соответственно заказов на это мало. Вот, например, на сайте Apple, когда вы прокручиваете страницу, и iPhone разворачивается вокруг своей оси. Это просто заранее сделанное в 3D-редакторе и отрендеренное видео. Другой вариант – это программная анимация. Обычно она очень простая. Прежде всего, это эффекты появления блоков, когда блок выскакивает снизу из прозрачности. Это очень оживляет минималистичный сайт. А также это параллаксы. Это когда в зависимости от движения мыши сдвигаются слои относительно друг друга. Ну и всякие бегущие строки, крутящиеся наклейки – это тоже программная анимация. Шестой тренд в моем списке – это темная тема. Что такое вообще тема? Это несколько вариантов оформления, из которых пользователь может выбрать. Темы нужны крупным сервисам, на которых пользователи проводят много времени. Например, если вы проектируете социальную сеть, мессенджер или CRM-систему для бизнеса, можно сделать несколько тем, в том числе и темную. Исследования показывают, что на бумаге удобнее читать черный текст на белом, а на экранах наоборот. Глаза меньше устают, когда фон темный. Все крупные сервисы, такие как YouTube, Facebook, Twitter, Telegram и многие другие,
и сделали темное оформление. Но если ваша задача это обычный сайт или лендинг, выбирать фон надо исходя из ожиданий целевой аудитории. Темный фон ассоциируется с премиальными товарами и услугами, это не всегда хорошо. Пользователь может подумать, что товары и услуги на вашем сайте ему не по карману и уйти к конкурентам. Бывает даже так, что дизайн специально делают хуже. Хороший пример это Amazon, крупнейший интернет-магазин, который выглядит, немного устаревшим. Это не потому, что у них нет денег на редизайн, а для того, чтобы предложения на этом сайте казались дешевле. Ты как будто бы ищешь товары на блошином рынке, а не в бутике. Или еще один пример из жизни. Компания, создающая ландшафтный дизайн, сделала очень модный сайт на темном фоне. Очень красивый сайт. Но большинство пользователей подумало, что все это элитно и стоить будет очень дорого. Оказалось, что люди, у которых появились деньги на ландшафтный дизайн, хотят прийти в дешевый магазин и чувствовать себя в нем королями, чем прийти в дорогой и на всем экономить. Средний чек на этом шаблонном сайте вышел где-то 7,5 миллионов рублей. В итоге более простой сайт на светлом фоне принес больше продаж. Ну и в конце еще пара интересных ходов, с помощью которых вы можете сделать ваш дизайн более интересным. Прежде всего это асимметричные макеты. Это значительно усложняет верстку и неприменимо в адаптивах, но позволяет сделать ваш минималистичный дизайн более интересным. Можно сдвигать некоторые блоки по горизонтали, то есть делать такие своеобразные отступы, или можно делать блоки разной высоты, чтобы сбить немного эти строгие горизонтальные линии. Или в современных макетах очень модно не экономить место и якобы хаотично разбрасывать контент. Обязательно изучите все эти методы. Второе это полоски, наклейки и эмоджи. Я думаю, что это сторис в Инстаграме оказывает влияние на веб-дизайн. Пользователи привыкают к этим специфическим наклейкам, и они им начинают нравиться. А самое лучшее в практическом дизайне – это делать не что-то новое и концептуальное, а то, к чему пользователи уже привыкли. Исследования показывают, что при узнавании каких-то элементов или паттернов пользователи испытывают приятные ощущения, у них выделяется серотонин. Особенно это касается базовых вещей, например, анимация при обновлении ленты в социальных сетях, перестроение блоков в адаптивах и так далее. Старайтесь такие базовые вещи делать в более привычном для пользователя виде. Друзья, спасибо, что досмотрели это видео до конца, подписывайтесь, и мы с вами увидимся совсем скоро в новом видео. Пока-пока!